Вы на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. Недавно я делал ролик на канале о Crimson Desert. В нем я в шуточной форме прошелся катком по игре, обозначив главные проблемы игры. Но я понял из комментариев то, что не всем это нравится. Поэтому я решил разобрать игру более глубоко и объяснить людям, в чем действительно вижу проблемы этой игры. И объяснить, почему с моей точки зрения она просто не затягивает и не работает как развлекательный продукт. А именно таким продуктом должна быть игра. А перед началом ролика я хочу попросить тебя поставить лайк авансом и поддержать мое видео своей подпиской. Приятного тебе просмотра. И начнем с самой главной проблемы игры, а именно с того, чего в ней нет. А именно вовлечение в историю для игрока. И знаете, почему игра не вызывает интереса? Потому что разработчики попросту не постарались сделать ее интересной. Они создали огромную песочницу, наполнили ее ассетами, но забыли завести туда смысл. Нам предлагают исследовать мир, в котором не хочется находиться. Нам предлагают сюжет, на который плевать с первой минуты. В каждом кадре чувствуется не творческий порыв, а холодный расчет. Смотрите, как мы умеем создавать активности. Но бессмысленное заполнение игры всевозможными приколюшками не делает ее геймдизайн полноценным. Самый большой грех Crimson Desert — это то, как она распоряжается твоим временем. Разработчики гордятся масштабом, но масштаб без цели — это просто скука, возведенная в абсолют. Почему людям тошно от этих бесконечных пробежек? Да потому что в них нет приключения. В условной Zelda или Red Dead Redemption каждый метр — это микрособытие или деталь мира. В Crimson Desert это просто дистанция между точкой А и точкой Б, которую ты обязан преодолеть, чтобы увидеть следующую. Нас пытаются убедить, что мир живой, заваливая игрока тонной активностей. Но посмотрите на них внимательнее. Зачистка лагерей, очередная пачка мобов, манекенов, которые стоят на месте и ждут смерти. Сбор ресурсов, очередная полоска прогресса, которая не дает ничего, кроме гринда ради гринда. Мини-игры, скучные вставки, которые ломают темп и не несут никакой ценности. Это не контент, это белый шум. Разработчики наполнили песочницу активностями просто чтобы ты не заметил, насколько она пустая внутри. Люди чувствуют этот подвох. Когда тебе подсовывают количество вместо качества, ты не чувствуешь азарт. Ты чувствуешь, что тебя заставляют работать во вторую смену, причем бесплатно. Игра не дает тебе повода для любопытства. Тебе не хочется заглянуть за тот холм, потому что ты заранее знаешь, там будет либо пустота, либо очередной одноразовый квест. Принеси, подай. Когда мир не реагирует на тебя, когда он существует просто как фоновая картинка для красивых скриншотов, он перестает быть миром. Он становится декорацией. А бродить по декорациям быстро надоедает. Знаете, что самое обидное? Где-то там, под слоями скучных пробежек и мусорных квестов, Crimson Desert наверняка спрятано что-то гениальное. Возможно, если продраться через 20 часов уныния, боевка раскроется на полную, а мир вдруг обретет смысл. Но вот в чем проблема. Почему люди должны это терпеть? Игра — это диалог между автором и игроком. И здесь разработчик просто отказался с тобой разговаривать. Он не пытался тебя увлечь, не выстроил темп, не дал повода влюбиться в этот мир с первых минут. Он просто вывалил на тебя гору визуальных эффектов и сказал: ну, развлекайся сам, если сможешь. Это не глубокая игра, которую нужно понять. Это лень геймдизайна. Если проект требует от тебя часов страданий, чтобы стало интересно, значит разработчик попросту не справился со своей работой. Мы приходим в игры за эмоциями, а не за тем, чтобы работать золотоискателями в куче песка. И все это мог исправить всепогружающий интерес к созданному увлекательному сюжету, который ты бы хотел раскрыть в полном существе и добраться до конца, несмотря на все костыли, чтобы просто узнать, что же ждет нас в финале. Но даже здесь они обосрались. Ведь сюжет Crimson Desert напоминает лоскутное одеяло, которое сшивали в темноте. Нас бросают из одной эпичной сцены в другую, забывая объяснить, кто все эти люди и почему нам должно быть на них не плевать. Разработчики так увлеклись созданием кинематографичного опыта, что забыли про элементарную логику повествования. Персонажи здесь — это не личности, это функции. Они выдают экспозицию, толкая пафосные речи о судьбе и чести. Но за этим нет человечности. Ты не сопереживаешь герою, ты просто наблюдаешь за его моделькой. Знаете этот прием? В
кадре кто-то страдает, играет скрипка, все горит. Игра буквально кричит тебе в ухо: смотри, это драма, тебе должно быть грустно. Но тебе не грустно, ты просто ничего не чувствуешь. Потому что сценаристы не потрудились выстроить связь между игроком и миром. Ты видишь вау-поворот, но он не работает, потому что ты не понимаешь его веса. Это сюжетный фастфуд. Ярко, громко, но абсолютно несытно. Разработчики создали набор красивых роликов для трейлера, а не историю, которая заставляет задуматься или хотя бы просто досмотреть ее до конца без зевка. В итоге мы имеем классическую проблему современных блокбастеров. Форма победила содержание. У игры был потенциал рассказать суровую, приземленную историю о наемниках, но она предпочла распылиться на магию, пророчество и карточных злодеев. Это не сценарий, это просто связка между боевыми аренами. И это, пожалуй, самое обидное, когда за миллиардами полигонов не оказывается ни одной живой идеи. Знаете, в чем главная трагедия Crimson Desert? В том, что она отчаянно пытается казаться гениальной, не приложив к этому ни капли искреннего старания. Мы получили игру-симулятор. Разработчики построили невероятно дорогую технологичную песочницу, но забыли, что в песочнице должны быть игрушки, а не просто песок. Ты часами нарезаешь круги по мертвым километрам и участвуешь в активностях, которые не имеют смысла, и наблюдаешь за сюжетом, который склеен из пафосных штампов и пустых диалогов. В какой-то момент ты ловишь себя на мысли: может, я просто чего-то не понимаю, может, там дальше, за следующим холмом, начнется та самая магия. Но нет, там тебя ждет очередная порция визуального шума и заскриптованного вау-эффекта, за которым зияющая пустота. Проблема не в том, что игра плохая технически. Проблема в том, что разработчик не постарался тебя увлечь. Тебя не зовут в приключения. Тебя заставляют отрабатывать смену в красивых декорациях. Нам предлагают перетерпеть скуку ради редких вспышек, которые нас удивят или потрясут. Но разве это то, ради чего мы играем? Crimson Desert — это триумф формы над содержанием. Это игра, которая не вызывает эмоций, потому что в ее основе нет души, только холодный расчет и желание впечатлить акционеров трейлерами. И как бы красиво не летели искры от меча, они не согреют мир, который изначально создавался мертвым. А на этом все. Если вам понравилось данное видео, вы можете показать мне это своим лайком. Обязательно пишите комментарии, чтобы я знал, что я что-то делаю не так. Также переходите в наше сообщество в Дискорде и т.г. В нем вы сможете узнать анонсы моих стримов на Twitch, ведь я часто провожу стримы. Вы были на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. И вы можете подписаться на меня во всех соцсетях. Ссылочки будут в описании. Всем пока.